Я всех приветствую, парни, на канале. Итак, в этом видео необычном для канала хотелось бы вместе с вами вернуться, скажем так, в прошлое. В далекое прошлое, начало 2000-х, и установить лицензионную Windows XP и парочку суперхитов из этого самого прошлого. И вообще вспомнить, каково это было в то время жить, во времена Windows XP. Время, в котором, по сути, произошел сильнейший скачок в геймерской индустрии, и я уверен, 50% зрителей даже не родились в 2000-х и не застали все эти компьютерные клубы, Counter-Strike, Max Payne, GTA 3, казаки и так далее. Так что для вас, наверное, это что-то, очень далекое, и вы появились на свет уже там вместе с Wi-Fi роутерами и запускали там все через Steam. А в мое время, напротив, очень сильно процветало пиратство, люди покупали игры на дисках, внимание, наличие компьютера дома это было просто большой роскошью, и все просто зависали в компьютерных клубах. Я думаю, кто-то помнит об этом. Сейчас же компьютеры есть даже слабые у каждого второго человека, просто пошел на Авито, взял там за 10 тысяч рублей, купил все уже. У тебя можно не париться, у тебя есть дома компьютер. Короче, в этом видео хотелось бы на старенький ноут подписчика установить, внимание, лицензионную Windows XP на диске. Для этого я купил на Авито у чувака ретро-диск с Windows XP Home Edition. Все это запечатанное, все новое, даже не вскрывался пакетик, и установка будет на старый ноут, на Pentium, там 2 ядра 4 потока, со встроенным видеочипами Intel HD 3000, короче, неважно, не помню точно. В общем, это древнейший ноут, очень старый и восстановленный, но в нем я поставил новый SSD накопитель и память на 8 оперативы двухканале. В общем, перед нами, стандартный старый ноут с HD матрицей, таких полно на Авито, по 5000 продают, ушатанный, и вот на нем я решил окунуться в далекое прошлое и поставить винду и запускать суперхиты из прошлого. Кстати, купил я лицензионный Windows XP, внимание, за 6000 рублей. Это коллекционный винтажный, по сути, товар, полностью запечатанный, поэтому 6000 таки пришлось выложить за винду для этого видео. Ну и чтобы покрыть немножко свои расходы и отсутствие монетизации в YouTube, сейчас давайте немножко рекламы и потом уже вернемся к теме нашего видео. Друзья, а вы знали, что в крипту можно не только инвестировать, но и использовать как средство для развлечения? Например, развивая свой интерес к спортивным и киберспортивным событиям в мире на лучшей лицензионной платформе BC Game. Проект является официальным, внимание, спонсором сборной Аргентины по футболу и заслужил доверие миллионов игроков по всему миру. Здесь вы найдете множество игр, приветственные бонусы и самые высокие коэффициенты. Регистрируясь по моей ссылке, каждый новый человек получит ежедневный шанс выиграть до 1 биткоина, плюс еще там всякие приятные бонусы. Также здесь присутствует возможность бесплатно провести время в BC Game. Это удобно, если вам вообще не хочется тратить денежки и хочется просто весело отдохнуть. Но самое крутое, что вывод происходит без всяких там заморочек, это очень удобно, очень быстро, ведь вы сможете получать в крипте или обычной валюте за считанные минуты. Именно поэтому BC Game и занимает лидирующие строчки среди конкурентов в мире. И, кстати, чуть не забыл, в чате каждые 6 часов проводится бесплатная раздача кэша, что является еще одним преимуществом. Поэтому регистрируйтесь, забирайте бонусы и побеждайте. Еще раз повторюсь в конце, что все это лишь просто испытание удачи, и не обязательно, что удача будет на вашей стороне. Это просто игра и обычные прогнозы на будущее на ваше усмотрение. Вот и все. Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, установка Windows XP через диск это не так уж и сложно. В принципе, все то же самое, что было в прошлом на обычной флешке и прочем. Просто вставляем в диск в дисковод, и наличие дисковода при этом обязательно, и потом при следующей загрузке ноута начинается уже сама установка. Единственное, что такая установка длится, там не 2 минуты, как на современной Windows 11 через флешку, а установка с диска длится там минут так 15. Реально 15 минут считывается всякие там файлы на диске, потом эти файлы устанавливаются на жесткий диск или там накопитель внутри ноута, и потом уже идут сама, то есть установка на этот накопитель в ноуте. Короче, все это не быстро, но зато в конечном итоге, если подождать, мы получаем полностью лицензионную винду, и даже ключ сработал. И вообще, я признаюсь, за всю свою жизнь, сколько раз в прошлом я ставил там Windows XP на всякие компьютеры, я ни разу не видел в жизни, что такое лицензионная Windows XP. Все ставили, если кто помнит, всякие там сборочки Windows XP пиратские, вроде Зверь Windows XP Millennium Black, уже со всеми там паками и даже с драйверами и софтом и так далее. Это было интересное время. Да, это было, такие были при этом диски пиратские, иных просто не было. Ставить лицензионную XP-шку, это было просто нереально. Это, во-первых, нужно было где-то ее найти, купить, и это было
было, ну, довольно геморно. В остальном, после установки, я думаю, нет смысла рассказывать, что такое Windows XP. Это, по сути, первая нормальная, самая адекватная винда вместе с Windows Millennium и, возможно, с семеркой. Просто обычная первая 64-битная винда, стабильная и понятная, как 5 копеек. Но куда интереснее, это запуск старых, супер старых хитов 20-летней давности, и это то, чем занимались обычно в 2000-х после установки винды. Сразу же запускали игры. Я, в общем, подобрал различные игры, которые сумел вспомнить с трудом, что были там популярны в 1998, возможно, 2003 примерно. Я лично просто, с ума сходил от этих невероятных игр, и не знаю, но это был восход индустрии, и буквально качество каждого проекта было, наверное, на очень высоком уровне. Например, меня лично очень сильно впечатлял Quake 3 Arena. Я помню, как сидел на PlayStation 1, мне потом сказали, что у нас там открылся в доме компьютерный клуб, это было очень круто, и потом я, в общем, в этом компьютерном клубе в доме, там я и увидел Quake 3 и даже Unreal первую часть. Я просто забросил при этом сразу же PlayStation. Это было тупо новый уровень реальности и управления мышкой и клавиатурой. Ты просто по стенкам перемещался, было сложно и непривычно использовать мышку и клавиатуру после геймпада. Ну и, собственно, Quake запустился на этом ноуте не очень, скажем так, плавно запустился, точнее плавно, просто при захвате с экрана видео через автобюнер сильно падает фреймрейт до 20 кадров на слабом процессоре, но если выключить захват, то при записи именно с экрана у нас 80-90 кадров. Quake 3 Arena это реально вещь, то есть потом еще у нас появилась сетка, и было просто прикольно по сетке, там, не знаю, какие-то микрочемпионаты свои делать. Как бы сказать, это первая игра, которую я лично увидел вживую на ПК, именно в клубе ее и запустил. Потом я уже узнал чуть позже, что есть Quake 2, тоже запускал там, но третья часть мне понравилась больше, потому что по сетке было, весело и почти как в киберспортивные соревнования мы при этом себе устраивали. Даже Counter-Strike я не так любил, как именно Quake 3 Arena. Продолжаем дальше. Еще, кстати, в 2000-х было очень популярным именно стратежки. Если помните, да, вы не поверите, но этот жанр сейчас, по сути, уже мертвый и не выходит буквально ничего, кроме там Frostpunk, что раз в пятилетку вышел, но в то же время стратежки и пошаговые там. В то время это было прям очень популярно. Например, немало людей в то время подсели на казаков. Это такая культовая тема от создателей Stalker JSK Games. Было 3 части казаков, как бы, я помню, вышло, но самая первая прям вот навела шуму очень сильно и приносила кучу приятных эмоций за прохождением. Казаки это уже по сути исторический шедевр, который, кстати, нормально работает на этом слабом ноуте. Примерно так под 40-50 кадров. Просто не работает при этом фреймрейт, поэтому не видно. Но так в целом абсолютно сойдет. Окей, друзья, идем далее. Еще хотелось бы с вами запустить парочку прикольных проектов. Как прикольных? Я бы сказал, великих, исторических. Например, это GTA 3. Я уверен, что большинство людей видели вторую часть, то есть не видели вторую часть вообще в жизни, и первую так тем более видели, но, возможно, на PlayStation. Лично у меня так было. Я первые 2 части видел только на первой плойке, а вот третью я впервые запустил в клубе компьютерном, и там она жутко тормозила. Прям очень все плохо было, примерно там 5-10 кадров. Даже в таком печальном виде я тратил денежки последние, чтобы даже в 5-10 кадров запустить GTA 3 хотя бы на полчаса. Это было просто какое-то, не знаю, безумие. Настолько я был одержим, ведь раньше в жизни я не видел ничего подобного вроде GTA 3. То есть такая, вы знаете, виртуальная жизнь, которая была доступна только там. Но на этом ноуте, кстати, нормально работает, даже на встройке 3 часть, хотя это просто обычная встройка, а раньше ПК так вообще как бы не тянули. А тут целые 50-60 кадров на высоких в разрешении не 800 на 600, а 1366 на 768. Так что удивительно, насколько же слабым было железо в то время в 2000-х, что даже сейчас старый ноут 10-летней давности без проблем все тащит даже на встройке. Еще, конечно, хотелось бы отметить Max Payne вторую часть и Diablo 2. Я думаю, не стоит рассказывать зрителям, насколько серьезно эти хиты повлияли на всю индустрию, ведь после Diablo и Baldur's Gate вышло сотни подобных ролевых, а копии Max
Макс Пейна тоже было просто большое количество. Макс Пейн был в то время настолько популярен, как сейчас, например, не знаю, там Assassin's Creed, но только раз в 10 больше. Прошел я Макс Пейн с удовольствием, все 3 части, и Diablo 2 тоже прошел, даже первую почти на PlayStation, что странно, ну и третью всех, конечно, на всех уровнях я прошел без проблем. Вот сейчас, конечно, вышла 4-я часть, но пока что абсолютно нет времени на нее. Также мне почему-то вспомнилась одна из самых популярных игр в клубах, это Серьезный Сэм, первая часть. Это тоже своего рода очень успешный проект 2000-х, пожалуй, самый странный и супер динамичный, и по сути это Doom Eternal нашего времени. Я не являюсь поклонником Серьезного Сэма, я просто видел, я знаю, что множество людей ставили их в клубах, ну и да, это по сути интересный динамичный шутан, крайне тупой, примитивный, но веселый и позитивный, от чего поклонников было просто море. Серьезный Сэм сильно запал в душу людям, вышло там, по-моему, 4 части, все они плюс-минус одинаковые, только визуально имели явные отличия, но стилистика остается этой фишкой, атмосфера узнаваемая, и на этом всем удалось выпустить целую серию из 4 частей. Что ж, друзья, одним словом, конечно, хотелось бы больше показать зрителям в этом видео. Запустил там не больше 5% от того, что было популярным в 2000-х. Конечно, там были и Need for Speed, был Counter-Strike, Far Cry, Tomb Raider, Fallout 2, 3, Ведьмак 1. Ну, короче, множество то, чего я не показал в этом видео. И все это были культовые проекты, на которых строятся сегодняшние хиты. Просто в то время, скажем так, зарождался скелет или фундамент в целом среди жанров. И уже на основе этих суперхитов и делаются сегодняшние игры, но делаются довольно одинаково, ведь все самое лучшее уже показали еще в 2000-х. Сейчас просто идет визуальное улучшение и местами проскальзывают действительно достойные хиты, но это большая редкость на фоне мусора. Вот такая вот у меня была история. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, ну а я буду знать, стоит ли снимать в будущем еще подобный формат. На этом у меня все, друзья, не болейте и увидимся уже очень скоро. Всем удачи, пока-пока.